Всем привет, меня зовут Веруша, и в этом видео я буду говорить про то, что только мужчины могут по-настоящему любить. Ведь когда мужчина встречает женщину, он не рассматривает ее с позиции, что она может дать материально ему, что у нее есть, сколько она зарабатывает. И, как правило, когда спрашивают у мужчин, за что они полюбили свою женщину, это там ласка, забота, это вот как раз про настоящие чувства, то есть кто-то отвечал вопреки, да, то есть и со всеми минусами, и с плюсами. Но если говорить про женскую любовь, здесь, конечно, может быть все наоборот. И когда женщина делится там с подружкой, например, что она встретила мужчину, сразу первые вопросы: сколько он зарабатывает, где он работает, да, и женщина быстро, у нее отключается вот это, даже если в первое время есть влюбленная, включается счетчик, холодный расчет. Да, вот с таким подходом, конечно, не коннектится любовь мужчины с любовью женщины. Просто сама идея мужчин жить с женщиной ради выгоды, она является дикой. И как многие мужчины хотели, чтобы женщина была другом вот, в тылу, чтобы можно было положиться, но по сути своей сейчас этот друг превратился во врага. Сегодня скажу также, почему так сложно во взаимоотношениях между мужчиной и женщиной стало. И поэтому сегодня буду обо всем говорить. Можно все чаще и чаще сейчас от людей услышать, что в мире что-то не так. Тебе так не кажется? Знаете, мне достаточно часто, когда я провожу стримы, задают вопрос, что такое счастье. И, наверное, счастье еще связано с вопросом, для чего человек приходит на эту землю. И считается, что есть несколько миссий у человека. Что задача человека, который родился, это мышление. Проходить какой-то свой опыт и извлекать из каких-то уроков, которые предоставляет жизнь, определенные выводы. Собственно, пожалуй, это единственное, что забирает с собой человек по-настоящему, это опыт и знания, когда у него заканчивается его путь на земле. Может быть, кто-то замечал в своей жизни, когда есть один урок, и ты его не проходишь, этот урок потом через какое-то время снова появляется в твоей жизни. Он горит как красная лампочка, обращая на себя внимание, что нужно это исправить. И как только человек это исправляет, то эта проблема пропадает и больше не появляется в жизни. Это, я сказала, касаемо личного роста человека, задача духа. Еще одна из задач, считается у человека, это достичь абсолютной гармонии внутри, с окружающим миром и с другими людьми. Но еще одна из задач – это создание пары, когда все может быть удвоено. И получается, что у некоторых это сейчас задача вычеркивается из их жизни. Здесь я могу сказать, что у многих мужчин просто появилось желание не создавать отношения. Именно из-за того, что сейчас такие женщины. Знаете, сейчас считается, что люди живут в эпоху четвертую, в эпоху Кали-юги. Как раз таки в эпоху, когда очень сложно построить взаимоотношения с другим человеком. Называют эту эпоху еще веком раздора. Считается, что Кали-юга — это отсутствие ценности, падение нравственности, невежества. В этом периоде люди не выполняют своего предназначения, миссии жизни, скажем так, да, а идут больше по материальному. Поэтому сейчас выходит на первый план именно своя самореализация человека, нежели какие-то чувства и что-то такое настоящее по отношению к другому. В этот период считается, что в конце произойдет такое схлопывание мира, и потом все снова возродится, и все пойдет снова уже по той же системе, да, но уже, наверное, в каком-то другом возрождении, может быть, людей, которые придут к этому уже такому окончательному упадку.
Строительством отношений, вот прям строительством, когда люди берут и думают о том, что надо правильно выстраивать отношения, наверное, озаботились уже в последнее время. Не последнюю скрипку, конечно, играет популярность психологии сейчас. Ну и встают такие вопросы все чаще: кто кому чего должен. Такими вопросами озадачиваются, как правило, женщины, потому что женщины именно считают, что им все должны. А вот у мужчин, если спросить, что они хотели бы получить от женщин, то это будет минимальный список. Такой абсолютно естественный. Ну, еще и такой вопрос: у кого больше ума и кто ярче проявляет эмоции, кто должен больше любить в отношениях. Ну, у мужчин здесь тоже все достаточно просто. Мужчина просто берет и любит. А женщина, получается, просто так любить не может. Отсюда и сложность в отношениях. Вот что замечено у мужчин и что прямо противоположно замечено у женщин. Мужчины действительно полюбили свою женщину. И многие говорили о том, что, во-первых, просто ни за что, вопреки, да, то есть непонятно за что, любовь нельзя объяснить, если ее можно объяснить, то это уже аналитика включается, да, это уже не про любовь. Кто-то действительно там за нереально красивые глаза, условно, да, за то, что подарили ребенка. Вот у некоторых мужчин включалась прям эта невероятная просто благодарность женщине за рождение. И все касаемо просто за ласку, за заботу. Но многих мужчин объединяет то, что мужчины, даже не говоря о чувствах, способны проявлять любовь, совершая какие-то поступки. Мужчины меньше сомневаются в чувствах и отношениях, что нельзя сказать про женщин. Здесь можно приводить примеры, когда женщина находится с одним, но при этом у нее все равно в голове может быть история, что она встретит получше, пока она с этим мужчиной побудет. Да? То есть истории такие не одна и не два, их много. Поэтому отсюда и родилась такая фраза, что сегодня женщина твоя, а завтра она уже может быть не твоей. Мужчины способны на искренние чувства без «но» и «если». Вот это «но», которое, когда женщина говорит: вроде все хорошо, но. Я думаю, что многие мужчины это часто слышат, но. И если, конечно, если ты хочешь это получить от меня, сделай это. Мужчина может влюбиться в женщину независимо от ее социального положения, от возраста и даже иногда физиологических особенностей. Мужчина может изменить свою жизнь ради женщин. Много историй, когда мужчины меняли полностью свою жизнь ради своей любимой. Причем мужчина может влюбиться в женщину, абсолютно не зная всей ее истории жизни, но, например, потом скроется, что у нее есть ребенок или даже два. И мужчина все равно может взять, заботиться об этих детях. Что нельзя сказать о желании в таких случаях у женщин брать чужих детей? Многие, конечно, слышали о том, что мужчина — это взрослый ребенок, что мужчина, он более наивный, чем женщина. Мне кажется, в этом и есть такая чистота человека, когда эта наивность и это не то, что желание оставаться ребенком, нет, конечно, взрослеть нужно, но когда сохраняется эта чистота внутренняя, да, сюда же можно отнести, конечно же, и порядочность, да, и честность. Но наивность — такой искренний подход в этом смысле, да. Никогда, как сейчас такие женщины-акулы, которые просто сканируют мужчину, да, то есть, конечно, у мужчин такого по отношению к женщинам нет. Мне вообще очень нравятся взрослые люди, которые внутри сохраняют это качество такого ребенка именно касаемо
смеяться от души, где-то вот желание поиграть как ребенок, искренне. Просто ребенок связан как раз-таки вот со всем таким светлым, который дается с самого начала человеку, а потом человек уже превращается в то, что, ну, как он собой управляет, да, ведь есть такое понятие, что в каждом из нас есть учитель. Только вот важно слушать этого учителя, и, конечно, важно идти по правильному направлению. И поэтому в этом смысле я бы советовала учиться женщинам у мужчин вот этому светлому качеству. Как поется в песне, не стоит прогибаться под изменчивый мир. Вот женщины очень прогнулись под этот изменчивый мир. Сегодня женская любовь — это количество банкнотов у мужчины и не более того. Женщина смотрит на мужчину как на существо, которое может ее обеспечить. В Британии проводился опрос, опрашивали 184 тысячи человек, из них были мужчины и женщины, и они делились своими историями любовными. И выявилось, что согласно ученым, мужчины расставание с женщиной переживают гораздо острее, чем сами женщины. Мужчины страдают от неудачной любви, от развода, от расставания, гораздо более болезненно это воспринимают и гораздо дольше это все проживают, скажем так. Ну и также новую любовь мужчине встретить сейчас невероятно сложно. А получается, что женщины гораздо реже теряют голову от любви и выходят за редким исключением замуж именно по той самой любви. Стендаль писал о такой любви. Это любовь холодная, расчетливая, больше похожа на сценарий к фильму, где актеры должны сыграть свои роли и не отклоняться от намеченного плана. О чем здесь говорит Стендаль? О том, что получается сама натура человека, вот как сейчас для женщины, получается она неинтересна. Интересен этот антураж вокруг человека. Знаете, мне очень понравилась вот эта фраза, что у нормальных людей любовь просто так, ни за что. И хочется, чтобы люди действительно научились любить другого человека безусловно. Знаете, я недавно пересматривала фильм «Игры разума», замечательный фильм, который показывает вот эту силу любви женщины, которая привела к ее мужа при всех больших трудностях в жизни, при его серьезной болезни, к Нобелевской премии, то, к чему он шел. И эта женщина не побоялась трудностей, она его не оставила, и он в конце фильма благодарит ее за ее поддержку. Вот сейчас многие мужчины от женщин хотели бы получить такую любовь, поддержку в чем-то, но, к сожалению, настолько перестали верить вот в эту настоящую любовь, что я уже даже не знаю, что должны сделать женщины, чтобы мужчины снова им поверили. Мне бы очень хотелось все-таки, чтобы женщины возвысились над материальным миром и вернулись на землю и посмотрели на мужчин не с той точки зрения, что мужчина обязательно что-то ей должен, а что мужчина может окутать ее своей любовью. Знаете, есть такое понятие, что мужчина в доме главный. Но мне кажется, что здесь важно дополнить, что в доме все-таки главное должна быть любовь. Всем спасибо большое за просмотр. Увидимся уже завтра в новом видео. До встречи, пока!